Пока мы с вами рассуждали то о Трампе, то об инфляции, российская политическая система не стояла на месте. Внезапно, но, как мы поймем дальше, вполне ожидаемо, стала закатываться звезда генерала Андрея Гурулева, самого, пожалуй, что известного депутата Госдумы, бывшего командарма 58-й армии, известного в широких кругах как генерал Опохмел. Гурулева перевели из Думского комитета по обороне в комитет по региональной политике. А «Коммерсант» сопроводил эту отставку сообщением, что администрация президента раз за разом просила депутата снизить градус своих публичных выступлений. Но тот не внял. Случай Гурулева далеко не первый, но очень показательный пример. Он демонстрирует, какая судьба в режимах типа нашего ждет тех, кто вдруг всерьез решил во что-то поверить. Быть первым учеником, быть большим людоедом, чем главный людоед. Самая большая ошибка, которую можно совершить, взаимодействуя с российским начальством, случайно решить, что начальство это чем-то всерьез озабочено, кроме сохранения собственной власти. Что пытается достичь чего-то, что верит хоть в какую-то идею, кроме одной, что необходимо удерживать власть как минимум до тепловой смерти Вселенной, а лучше дольше. Глупо и даже опасно считать, что у начальства этого есть какие-то враги, которых нужно непременно победить. Какие-то друзья, которых нужно непременно поддерживать. Земли, которые нужно обязательно захватить. Цели, которых нужно достичь. Идеология, которой нужно следовать. Судьба тех, кто в какой-то момент всерьез поверил в то, что декларирует начальство, неизменно печальна. Возьмем для примера персонажей, которые в 2014 году загорелись идеей строительства русского мира. И вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть этот кровавый сериал по телевизору, побежали воевать с воображаемыми бандеровцами. Мол, Родина ждет от них подвига. Вот только тогда, в 2014-м, сериал быстро подошел к концу, и оказалось, что никто не собирается идти на Киев, на Варшаву и далее везде. Более того, всем рекомендовано забыть о героической борьбе народных республик Новороссии, ровно как и о тех, кто эту борьбу вел. И что они? Некоторые вовремя поняли, что надо драпать, куда глаза глядят, залезать под плинтус и не отсвечивать. Раз начальство решило все свернуть, значит пассажиры, которые будут много говорить и одним своим видом напоминать, что что-то вообще такое было, сейчас не к месту и не в кассу. Какой пропагандистский эффект смогли извлечь, уже извлекли, а в остальном эта кровавая тягомотина россиян только нервирует. Но были те, кто вовремя не понял. Они решили, что из автомойщиков и мелких бандюков вдруг стали для государства важными людьми, и вообще у них миссия. Значит, нужно воевать дальше. А если кто не дает воевать до победы и хочет договорничка, то он предатель государственных интересов. Таких непонятливых за 2-3 года пересажали и вырезали под ноль. Главная сила режимов типа нашего – невероятная гибкость. У них нет четко сформулированной цели. Они не расширяют жизненное пространство, не строят мировой коммунизм. Даже начиная полномасштабную войну, они не называют ее войной, не декларируют ее цели и задач. Захват Киева за 3 дня, выход на такие и сякие рубежи, раздел мира с Америкой, борьба с ЛГБТ-террористами, чайлд-фри-диверсантами и легионами сатаны – все это свободное творчество клиентов вечерних ток-шоу на федеральных телеканалах. Официально никто никакую цель никогда не заявлял. С официальной точки зрения война пребывает в идеальном квантовом состоянии. Если вынести за скобки экономические и социальные последствия, если забыть о политических рисках и говорить лишь о целях, то войну можно закончить в любой день, на любых рубежах и на любых условиях. Если посмотреть, в формулировках Путина нет никакой разницы – Киев взять или Крым отдать. И то, и другое с одинаковой легкостью объявляется достижением всех искомых целей и задач. Лучшая реальность для режима типа нашего – это день сурка. Чтобы каждый день все просыпались так, будто не было никакого вчера и не будет никакого завтра. Чтобы каждый день включали телевизор и оттуда узнавали, что мы делаем сегодня. Воюем с Америкой или дружим с Америкой. Берем Таллин или уходим из Курска. Или вообще устраиваем чемпионат мира по футболу. И чтобы ни в коем случае никто не вспоминал, что было вчера. Есть правильная версия на сегодняшний день, и не нужно ее ни с чем сравнивать. Сегодняшний наш персонаж, генерал Гурулев, эталон человека, который, надо полагать, искренне не понимает, где он оказался и чего от него хотят. Дальше обсудим, откуда взялась эта медийная персона, но сначала прервемся на небольшое некоммерческое объявление. Друзья, хочу позвать вас на концерты Алоэ Вера. Вера с коллективом сейчас в небольшом туре и приезжают 14 февраля в Тель-Авив, потом в Лимассоль и в апреле в Берлин. Я ходил на их концерты еще в России.
Как-то прихожу в Москве на концерт, а они поют песню про меня. Вот это был сюрприз. Диско Кац называется. На их концертах всегда очень весело. Вера отлично вовлекает в них аудиторию. Именно поэтому у тех, кто уже был на концертах, принято нарядиться. Многие наносят блески на лица, и главное, все танцуют. Вера пишет в Инстаграме, что она амбассадор свободы, и это помогает понять, какое настроение вас ждет на концерте. Приходите, вы получите большое удовольствие. А если вы не слышали их музыку, то послушайте, чтобы было легче подпевать. Билеты по ссылке в описании. Продолжаем. Всю жизнь до пенсии Андрей Гурулев служил в армии, скитался по гарнизонам очень далеко от центров принятия решений. Самарская область, Забайкальский край, Бурятия. В 2012 году его назначили командующим 58-й армии, расквартированной во Владикавказе, а 4 годами позже заместителем командующего войск Южного военного округа. Никакой медийности Гурулев военный не имел, за пределами армии никому был неизвестен. В 2019 году с военной службы уволился, а на гражданке пошел во власть. Но, мягко говоря, не в Кремль. Отставной генерал стал зампредседателя правительства Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Непыльное местечко без реальных полномочий и ответственности. В 2021 году он сменил синекуру в далеком Забайкальском крае на более приятный вариант пенсии в Москве. Избрался в Госдуму по партийным спискам «Единой России» от того же Забайкалья. И так просиживал бы генерал штаны до окончания полномочий и попивал бы по-тихому коньяк в думских буфетах, если бы не война с Украиной. В 2022 году пропагандистские телепередачи отчаянно нуждались в новых спикерах, которые могли бы комментировать текущие события и оправдывать неудачи российской армии, объясняя, почему очевидные поражения на самом деле являются блестящими победами. Гурулев на эту роль подходил идеально. Потомственный военный, генерал на пенсии, депутат Госдумы. То есть просканирован политической администрацией и признан годным для какой-никакой публичной деятельности. К тому же избран от «Единой России», член Думского комитета по обороне. Короче, самое то для федерального эфира. Весной 22-го Гурулев стал частым гостем различных телешоу и радиопередач. Он моментально и охотно примерил на себя маску вояки-правдоруба. Считается, что телезрители любят таких вот персонажей. Да, грубоваты, да, неотесаны, да, с трудом сдерживают непарламентские выражения, зато радеют за справедливость. Настоящие боевые офицеры, которые называют вещи своими именами, не то что гражданские слюнтяи. В эту роль генерал вжился идеально и быстро вошел во вкус. Начинал он, как и предполагалось, с рассказов, как СВО идет строго по плану. Темпы наступления прекрасные, не сегодня-завтра все цели будут достигнуты. Вот пример. В начале апреля 2022 года Гурулев объясняет: отступление из-под Киева и Чернигова – гениальная стратегическая задумка. Теперь-то освободившиеся силы разгромят противника и возьмут как минимум Харьков, а может и Одессу. Выходом из Киевской области мы освободили минимум 4 хороших оперативных группировки и будем иметь очень неплохой оперативный резерв, то, чего нам не хватало. А сейчас можно как угодно гадать, про это, наверное, никто никогда не скажет. Это вполне хватит, чтобы последовательно разобраться с Харьковом, с Донбасской группировкой. И, может быть, это будет сначала Одесса или Николаев, ну и так далее и тому подобное. То есть мы сейчас выводом этой группировки открыли возможности для маневра и последовательного разгрома противника. Поэтому вот я считаю, что это исключительно правильно и верно на сегодняшнем этапе. Но время шло, Харьков с Одессой все никак не брались, и за дня в день кормить телезрителей однотипными байками сложновато. А роль телезвезды Гурулеву, видимо, полюбилась. Терять аудиторию не хотелось. Поэтому он начал генерировать все более лютую дичь. То призывал ударить ядерной бомбой по Лондону, то предлагал создать специальное биологическое оружие, которое будет поражать исключительно англосаксов. Кликбейтные заголовки и выступления, которые расходятся на цитаты, это хорошо для публичности. Однако, когда подобные заявления повторяются многократно, спикер понемногу превращается в разряд городских сумасшедших, а образ генерала-правдоруба отходит на второй план. Гурулев понял фишку и взялся вскрывать отдельные недостатки в ходе СВО. Например, рассказал о пропавших со склада 1,5 миллиона комплектов формы для мобилизованных. И это в октябре 2022 года, в самый разгар мобилизации. Когда вообще кто штурмует Верхний Ларс, кто затаился в деревне у бабушки, а кто на последние деньги закупает обмундирование. И тут выходит не какой-то там оппозиционер, а целый член комитета Госдумы по обороне и поддает жару. Оказывается, еще и форму спиздили. В том же октябре 2022 года, рассказывая об отступлении из-под Лимана, Гурулев, вместо того, чтобы
втолковывать зрителям, как этот блестящий маневр позволит вскоре взять Львов, раскритиковал вдруг командование. Проблема, сказал он тогда, не на земле, а знаете где? В Кремле. Ну ладно, так не сказал. Сказал на Фрунзенской набережной, где до сих пор ничего не понимают и не владеют обстановкой. Гурулев вообще был, пожалуй, единственным официальным лицом, публично критиковавшим действия Минобороны. Громче всех поносил Шойгу, конечно, Евгений Пригожин, но он-то никаких государственных постов не занимал. А вот если каждый депутат начнет правительство критиковать, так что ж тогда получится-то вообще? Поэтому со временем Гурулева стали публично одергивать. Например, летом 23 года он опубликовал в своем телеграме обращение командующего 58-й армией Попова. В видео тот рассказал о своем отстранении после доклада о проблемах в армии вторжения. За этот пост Гурулеву публично выговаривал тогдашний руководитель «Единой России» Андрей Турчак. Но неугомонный Гурулев так увлекся своей ролью, что стал комментировать не только военные, но и сугубо гражданские реалии. Призывал уничтожать всех, кто не поддерживает Путина, или мобилизовывать всех безработных, или, из недавнего, ввести налог на бездетность. За последнее Гурулеву высказал недовольство аж целый спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ни публичная критика, ни падение другого правдоруба Евгения Пригожина не прошибали генерала. Гурулев был абсолютно недоговороспособен. В довершении всех бед он вообще совершил один из самых страшных грехов, которые есть в системе. Отправил родственников на войну. Сын Гурулева служит военным врачом. Племянник командовал взводом. Что это уже совсем ни в какие ворота. Ведь представители политической элиты могут соприкасаться с боевыми действиями лишь в одном формате. Вернувшись из Дубая, доехать до какого-нибудь окопа, неизвестно где, сфоткаться с автоматом и тут же обратно в Дубай. Гурулев же, получается, бравировал тем, что его близкие родственники воюют. А ваши, мол, типа, а где ж тогда, что ж получается, а где ж все остальные? В общем, Гурулев почему-то решил, что пришло его время. Что стране сейчас нужен такой генерал, который с солдатской прямотой будет указывать на проблемы, на слабости и на недостаточную решимость. Что государство нуждается в генерале Гурулеве как в подсказчике. Что он не просто ручной дуралей, который нужен, чтобы разбавлять унылое течение соловьевского эфира. Нет, важно его мнение. Как воевать, кого бомбить, с кем дружить, с кем ссориться, кого мобилизовывать, на кого налог налагать. Он посчитал, что государство, испорченное за 30 лет либералами, нуждается в совете и помощи вот от такого вот национал-патриота, которому все равно, кого гробить, чужих или своих. Режим наш тем временем ценит только людей, которые вовремя успевают понять: опа, настала вторая смена. Ну да, воевали мы с Америкой. Ну когда это было? То был до обеда, а сейчас-то ужин. Сейчас правильная версия – это мир, дружба, жвачка. Люди, зараженные идеологией, слишком громко и публично ее излагают и искренне считают, что помогают государству. Ведь они первые людоеды, выдающиеся людоеды, помогают режиму есть людей. Вот только единственное, чего хочет режим, это иметь полную свободу действий. Вдруг завтра надо будет сменить меню в столовой на зеленые салаты. Вот к этому времени не должно остаться ни единого вурдалака. Вот к этому времени не должно остаться ни единого вурдалака, который одним своим видом напоминает, что еще вчера обещали всех убить, все захватить и ядерным пеплом посыпать. Долгая память, именно она сгубила Гурулева. Выживают те, кто сегодня забывает, о чем говорилось вчера. Какая у нас сегодня идеология, тебе расскажут. А твое дело – слушать и поддакивать. Пока Гурулеву относительно повезло, если сравнивать с Пригожиным или со Стрелковым. Политическое небытие в недрах Госдумы, безусловно, лучше тюрьмы и могилы. Что будет с ним дальше, время покажет. Но многое будет зависеть от того, как он себя поведет и что будет делать. Но происходящее с ним многое говорит о нашей системе. А нам важно ее понимать, чтобы понимать, как она работает, и делать какие-то выводы о ней на будущее. До завтра.